Несмотря на то, что я уже делала... Я смотрела очень многие всякие видео, фото, и я, в принципе, была готова, но не к такому. Таких фоток я не видела. Ощущение, как будто меня просто заливает кожа, я даже не знаю, как объяснить. Я никогда не видела себя такой. Что никогда. Я даже уже начала сомневаться, нормально это или нет. Я написала, где я делала, спросила, скинула фотку. Мне девушка на это ответила, что у тех, кто отекает, это нормально. Я вообще не отекаю. Но, говорит, нормально. На 3-й, 4-й, 5-й день после этого это проходит. И попросила мою фотку еще выложить в Инстаграм. Я сказала, не надо, пожалуйста. Я не выдержу эту фотографию в ленте, блин. Это ужас. Короче, этот глаз у меня почти закрылся. Вот этот, кстати, утром был закрыт почти. Но он открылся, а вот этот закрылся полностью. И если сбоку посмотреть, жесть у него выпирает. Меня прям как растягивает. И таких видео я вообще ни у кого не видела. У меня настолько все сильно опухло, что мне было как-то тяжело дышать. Глаза у меня не открывались. Я просто вот так вот лежала. Я лежала просто как овощ. И мне было больно от того, что у меня лицо сейчас, вот прямо сейчас, оно разорвется. Это была жесть, потому что я уже начала очень сильно переживать. Внутри себя я прям плакала. Но я не могла поплакать, потому что если слезы пойдут, нельзя это все мочить. Я выгляжу, вон, я сейчас вижу, я выгляжу как бомж. Реально бомж. У меня глаза какие-то все пропитые. И я очень сильно испугалась. Я мужу сказала, все, типа, это уже не смешно. Какая-то херня точно начинается. Я говорю, давай вызывать скорую. Он говорит, ну покажи мне фотографии, какие там были до-после, вообще какие результаты у людей, там реабилитация, я ему показала, он говорит, ну да, там примерно то же самое, он говорит, но у тебя что-то жестко пошло. Но он сказал, он говорит, подожди, может быть, все пройдет. Кстати, самое интересное я хочу сказать, когда я только начала вот так вот опухать на 2-й день еще, я начала противоотечную пить, то есть сразу же. То есть вот эти фотографии, они уже с учетом того, что я пила противоотечные. Я заснула и проснулась где-то часа в 3 ночи с осознанием от того, что я чуть-чуть начала что-то видеть. То есть я чувствую, что у меня вот эти чуть-чуть ушли. И я просто чуть-чуть вижу, я могу глазами шевелить вот этим глазным яблоком. То есть мне есть куда смотреть, понимаете? Я реально так обрадовалась. Просто я была так эти 2 дня напугана, что вот это у меня ничего не пройдет. Я уже думала, что это навсегда, что будут какие-то проблемы. В общем, я накрутила все. Ну, блин, поверьте, вы бы тоже накрутили всяких плохих вещей, если бы у вас было такое. Потому что я вообще не ожидала такого. Это просто был трэш. Реально не понимаю вот этих сумасшедших людей, у кого было такое же, если у них было точно такое же. Конечно, у нас разные организмы, и они делали 2-й, 3-й раз. Какие-то гало-люди. Ночью я проснулась, и я почувствовала, что этот отек начинает чуть-чуть подспадать. Я была самым счастливым человеком. Не передать словами, как я была счастлива. Я была готова, была плакать. И я даже посреди ночи встала, пошла к зеркалу, включила свет и как бы потрогала себя, что оно действительно, да, типа все уходит. Это было просто неимоверное счастье. Утром вот я встала, вижу, красота такая, там себя поснимала туда-сюда. Запечатлила все эти моменты. И, кстати, забыла сказать, что вечером я писала врачу, скинула свою фотку, сказала, что мне делать, потому что это уже ненормально. Она сказала, это нормально. Я говорю, а почему тогда нет фотографий, грубо говоря? Почему я такого не вижу? Он говорит, потому что люди, у кого такая же реакция, это довольно типа редкая, но есть реакция. Их просишь, когда, чтобы взять для выставления в Инстаграм либо куда-нибудь фотографии, они не дают, стесняются. Я говорю, ну, конечно, стесняются, там такой раздутый бомж, а как его не стесняться? На 4-й день у меня более-менее спал отек, и начались корочки. А корочки — это отдельная тема, потому что лицо начинает жестко шелушиться и чесаться. Просто ты вот так хочешь почесать,
просто невозможно. Ты еще понимаешь, что не просто тебе нельзя его почесать, тебе еще нельзя чесать его на протяжении, там, не знаю, 2 недель, пока все корочки, ну, не сойдут. Далее проблема еще была такая, из-за того, что корочка, она стала такой крепкой и по всему лицу, и в том числе у рта, ты не можешь открывать рот более чем там на 2 сантиметра. То есть вот максимум можно было сделать так. Ну, где-то так. То есть у меня помещалась туда трубочка, ложка маленькая. То есть большая, ну, то есть это не вариант было большой ложкой есть. Ничего жевать такого тоже не вариант. То есть какие-нибудь супчики, что-то очень мягкое, сосиски, крупы какие-то. Ну, то есть макароны для меня было уже сложно есть. Например, гречку, да. И когда я ела что-то, я всегда сидела с салфеткой, потому что я вот так вот делаю, знаете, как детям. Вот так вот делаю, и у меня вот чуть-чуть течет все. И вот так вот убираю, потому что у меня вот здесь вот течет, потому что я не могу полностью охватить ложку и полностью это взять. Неприятное совершенно время. Особенно ты не можешь ничего вкусного, там, не знаю, каких-нибудь хлебцев поесть. Это вообще об этом не идет речь. Не подвигать лицом особо, даже вот, например, вот так вот ты тоже не можешь особо сделать, потому что у тебя вот эти корочка, она может разойтись. Далее на 5-й день уже стало намного лучше. Я сейчас даже вон сфоткалась. Это какой день? Это уже 9-й. Ну, там на самом деле после 4-го дня уже не идет ничего особенного. То есть там, значит, корочки просто начинают сходить после, мне кажется, 10-го, может быть, дня. Ну, наверное, с 5-го где-то. Наверное, с 5-го, может быть. Я сама не понимаю, с какого дня, я уже не помню. Но вот я вижу на 6-м дне у меня уже начали они сходить. Значит, да, где-то с 5-го, да, где-то с 5-го у меня начинают вот эти сходить корочки. Как они сходят? Они причем сходят не все вот так вот красивенько, как должно быть. Одна корочка может отойти, а дальше она вот может держаться, и она может, вот у меня, например, вот здесь вот корочка держалась просто до победного. Вот везде все зашло, а вот все сошло, а вот эта корочка, она держалась до победного. 5 минут, меня хватило на 5 минут. Куртка немножечко задевает все, поэтому я так держу. И мой второй подбородок опухший. И самое вообще не очень приятное из всего вот этого, то что вот эти корочки, они у вас в принципе просто везде. То есть вы утром проснулись, и у вас на подушке вот такая фигня из всяких корочек, ошметков. Дома, где вы сидите на диване и так далее, везде есть вот эти ошметки кожи старой. Это отвратительно, но как бы что делать? То есть вы не можете убрать, и вот где они висят, их вам отрывать нельзя. Но что делать? Потом убираетесь и все. Чаще меняете постельное белье, по-другому бороться с этим как бы никак нельзя. Так, сегодня 12-й день, я вышла на улицу и обмазалась кремом 4, я даже 3 слоя сделала на всякий случай, потому что сегодня солнце очень сильное, и боюсь, что пигментные пятна опять появятся. Ну, не опять вообще, в общем-то. Потому что сейчас она более нежная, беззащитная кожа, и на ней могут появиться всякие пигментные штучки. Вот, конечно, еще так себе, но оно должно скоро слезть. Я надеюсь, у меня сейчас солнце не тронет мою новую кожу. Потому что вообще в чем смысл тогда, если у меня опять все пигментные пятна появятся? После того, как у меня сошли все корочки, у меня осталось красное лицо. То есть у меня прямо оно болело, и было красное, и оно было еще даже с неровностями. И как я читала в интернете, это нормально, потому что это еще могли остаться следы от лазера. И после того, как сошли все корочки, нужно записываться на биоревитализацию через 10 дней и ее делать. Вот я сделала через 10 дней одну биоревитализацию, потом вторую,
через 2 биоревитализации нужно сделать пилинг лица, для того, чтобы как раз-таки вот эти неровности, оставшиеся следы от аппарата, их убрать в пилинг. В общем, делается легкий пилинг обязательно, вы должны обязательно сказать своему косметологу, врачу, неважно, что у вас была лазерная шлифовка, потому что, опять же, нередкие случаи, когда делают пилинг какой-нибудь срединный, еще, не дай бог, на уже пораженную кожу, оказывают еще большее воздействие, и как бы у организма происходит вообще процессы опять регенерации кожи ответные, и сразу появляется корочка, и это очень плохо для кожи, то есть нужно какой-то поверхностный легкий пилинг сделать для того, чтобы просто сгладить вот это вот все. Далее после пилинга опять проходит там 10 дней, вы опять делаете еще раз, можно сделать последнюю биоревитализацию, и каждый раз, когда я делала биоревитализацию, у меня становилась, кожа, она менее красной, то есть комфортнее становилась в общем и целом. Но краснота, она никуда не ушла, естественно. И вообще, в общем и целом, как я читала, что краснота держится где-то от, как минимум 4 месяца. Вот, например, у меня сейчас прошло 4 месяца, краснота есть, но я вот где-то несколько недель назад я начала пользоваться опять всякими физелами, клиндитами и так далее, потому что у меня акне они есть, для того, чтобы они не высыпали, конечно, не так, как у меня раньше была проблема с кожей, но все равно для того, чтобы кожа была полностью чистая, и все равно я пользуюсь определенными препаратами для того, чтобы у меня высыпаний вообще не было, либо свести их к минимуму. В общем, все равно у меня из-за них немножечко раздражена кожа, и я уже не могу точно понять, из-за лазерной шлифовки она чуть-чуть красноватая, или из-за того, что я начала мазаться и пользоваться вот этими препаратами. Но, в общем и целом, краснота, она еще немножечко осталась, и полностью она должна спать приблизительно, я думаю, месяца через 2, как в отзывах девочки пишут, собственно, так это и происходит. Приблизительно через полгода вы можете уже оценивать эффект, понравится он вам или нет, вот какой есть. Ну и теперь самое главное, по поводу моего эффекта. Добилась я его, нравится он мне или нет. В принципе, когда сошла корочка, я увидела, что кожа стала более глаже. Она определенно стала гладкой. Ушли все пятна. Моя еще основная проблема была, что у меня было очень много пигментных пятен. Они ушли все. Пилингами я такого не добивалась. Это вот 100%. С пятнами лазерная шлифовка справилась полностью 100%. Хотя, честно сказать, я на себе пятна, они мне... я как-то не волновалась по поводу пигментных пятен. Сейчас я вижу, что она у меня такая более однородная, одного цвета. Стала гладкая, свежее. По поводу неровности кожи, то, что меня больше всего, собственно, и волновало, я увидела эффект, но он не такой классный, как я хотела бы его видеть. У меня не было слишком большой проблемы. То есть, если бы у меня была прям очень проблематичная кожа, как я опять называю их кратерами, у меня прям приелось это слово, но она именно очень точно иногда описывает вот эту проблему. Вот такие прям вкрапления в коже. Если бы у меня они были, то я бы увидела эффект. Я думаю. Но из-за того, что у меня не было такой сильной проблемы, у меня просто были неровности от акне, я не прям дико увидела эффект, но в общем и целом, если оценивать от 1 до 10, я бы оценила лазерную шлифовку как, наверное, в 6-7. Единственный большой минус – это реабилитация. Я, как я уже сказала не один раз, я не готова еще раз вот это пережить. Возможно, это мой организм, возможно, у вас, у всех людей, все они переносят это по-другому, но я не готова еще раз это пережить, потому что, это был какой-то лютый трэш. Я ничего не могла сделать, не повернуть голову, не приготовить, не поесть нормально, не сходить в туалет, не умыться, не поговорить с кем-то, даже по телефону, потому что вот это и вот это все у меня со рта течет. Но результатом, в принципе, я довольна, но я ожидала, что он будет еще более ярче. Что он будет, еще более ярче. И обязательно, кстати говоря, после того, как вы сделали себе вообще лазерную шлифовку, и мне и врач сказала, что нужно мазаться SPF. Я раньше как-то, знаете, у меня, в принципе, были эти крема SPF,
Особо у меня тональник есть 45 SPF, в принципе, это довольно-таки высокий уровень, но иногда бывает, я приезжала там на дачу, я могла просто полежать на солнышке, то есть для меня это было совершенно нормально. После лазерной шлифовки обязательно, и вообще, в принципе, нужно всегда мазаться SPF. Вот у меня есть крем 50 SPF, я просто правило, я не выхожу на улицу без этого крема. Это просто обязательно, потому что я не хочу, чтобы все мои старания были зазря. Вот стоит этого делать или нет, решайте сами. Но я бы сказала так, если бы у меня были прям действительно такие большие проблемы на лице, как очень сильная неровная кожа, и это было, вот это прям мешало жизни, а таких девочек много, и в их случае я бы пошла делать, и не один раз, к сожалению, я бы пошла. И я просто не вижу другого выхода. Я лучше помучаюсь год, два, 3, чем я буду недовольна своим внешним видом. Это не только про внешность, это про уверенность, это про работу. Вы не можете работать в каких-то сферах, если у вас там не то, что идеально, ненормальная кожа. Это все равно отталкивает людей, это все равно все это видно. И если это можно решить, а в 21 веке сейчас такие технологии, что в принципе это можно решить, главное изучать информацию, никогда не делайте просто что-то в попыхах, потому что там подружка сказала, либо ютубер какой-то сказал. Всегда сами изучайте информацию. К сожалению, другого выхода пока нету. Нужно пролопатить весь интернет, как и все делают разумные люди. Нужно просидеть за компьютером не один, не 2 дня. Нужно, вот, например, я изучала эту информацию несколько лет. То есть я разобралась, какие лазеры есть, какие врачи, какие минусы, какие плюсы, какие вообще могут быть последствия, нужно это делать или нет. Я помню, в комментариях где-то на YouTube смотрела девочку, что-то я ей написала даже в личку, она делала лазерную шлифовку, я спросила, у кого она делала, сколько ей это стоило, какая была реабилитация, чем она там колола, как ей эффект. То есть я полностью решила изучить эту проблему. Только так можно добиться каких-то хороших результатов. Поэтому изучайте, узнавайте все, и будет вам счастье. Потому что кому-то это нужно делать, а кому-то это делать не нужно. Вот и все.